Огромный привет всем с одного из крупнейших лайнеров на этой планете MSC Virtuoso. Я безумно рад, что вы все-таки смотрите это видео, и я невероятно счастлив, что у меня получилось, что я нашел в себе силы, энергию и терпение все-таки свести воедино все те футажи, которые я наснимал в течение этого времени. Это видео будет состоять из 3 частей, и для них идею я нашел, пересматривая огромное количество различных блогеров, ютуберов, от начинающих до огромных каналов. Но, к сожалению, есть одно маленькое но, которое не позволяет делать такие же красивые обзоры, как это делают наши гости, как это делают профессиональные блогеры, либо просто любители ютуберы. Я член экипажа и не могу находиться с персональным телефоном, либо камерой в гостевой зоне, поскольку это просто запрещено политикой компании. Поэтому я решил, что буду снимать ночью. Но поскольку всего того, что доступно нашим гостям, просто невероятно много, я решил это все структурировать и разделить на 3 части, чтобы это было понятно, не скомкано и более-менее презентабельно, для того, чтобы можно было это все рассмотреть. Первая часть будет включать в себя рестораны. Вторая часть будет включать в себя бары и лаунжи, а 3-я часть будет посвящена различным сферам развлечения, начиная от спа, театров, шопов и так далее. Возможно, будет еще и 4-я часть, которая будет посвящена тематическим ресторанам, показать есть что, и тема действительно интересная, обширная и может быть совершенно спокойно вынесена в отдельный выпуск, интересный и вполне познавательный. Главные рестораны находятся на 5-м, 6-м и 7-м деках или палубах. И начать я хочу с ресторана, который находится на 5-й палубе. Это один из главных ресторанов на 600 посадочных мест. В этом же ресторане организован завтрак и ланч, и, естественно, ужин, поскольку кухня галей находится на этом корабле только на 5-м деке. Рестораны, которые находятся на 6-й палубе, их 3, обслуживаются тоже этой же галей, которая находится на 5-м деке, посредством специального эскалатора. Вполне удобно, но достаточно далеко носить тяжелые подносы официантам. Когда смотришь на это огромное поле столов, те, кто не знает, как это работает, начинают теряться и абсолютно не понимают, как это вообще в принципе работает, как все разбираются, где, кто, как официанты понимают, за каким столом он закреплен, за каким он не закреплен и так далее. На самом деле все очень четко структурировано, есть карта, есть четкое разделение, у каждого официанта есть своя зона, своя станция, за ней закреплено определенное количество столов, у него есть все номера, все это прописано в системе, все это прописано в этих электронных устройствах, которые они используют для принятия заказа. Все это очень организованно и все работает очень четко, несмотря на то, что кажется, что это просто огромный
бардак. Главный ресторан, который находится на 6-й палубе, это самый большой ресторан здесь. Он на более чем 700 посадочных мест. Он с отдельной зоной для того, чтобы размещать гостей с привилегией выбирать время питания. Но самая его прелесть в том, что у него огромная и красивейшая панорама. Он находится в самой корме судна, и ужинать здесь огромное удовольствие. Здесь очень атмосферно, и, как мне кажется, кушать нужно именно в этом ресторане. Еще два маленьких ресторана находятся на 6-й палубе, также в корме судна по бокам. Они абсолютно одинаковые, на 450 посадочных мест. Но несмотря на небольшие размеры, эти рестораны все равно остаются очень уютными, комфортными. Здесь тоже есть столы вдоль окон. Буфет самообслуживания, он же Marketplace ресторан, есть, наверное, на каждом круизном судне. Это судно не исключение, и здесь он находится на 15-м деке, на 15-й палубе, с красивой панорамой, с красивыми видами. И это судно не исключение, здесь он находится на 15-й палубе, с красивыми видами, тоже достаточно атмосферное место, но надо понимать, что это все-таки ресторан самообслуживания, здесь не будет какого-то дополнительного комфорта, мягких сидений, несмотря на то, что есть какие-то небольшие диванчики. Но в основном это все же столики для того, чтобы быстро покушать. Питание организовано таким образом, чтобы распределить пассажирский поток по двум линиям. Они абсолютно одинаковые. Есть плюс еще линия, которая находится в корме. Эта линия часто использовалась для сервировки блюд диетического направления, либо каких-то национальных кухонь. В данный момент эта линия не используется, поскольку, как я уже говорил, количество гостей на борту такое, что две линии по бокам вполне справляются с этим потоком. В передней части буфета также есть гриль-зона, есть пиццерия,
есть место, где прямо на судне производят вкуснейшую моцареллу, есть отдельный здесь бар, есть отдельный уголок для семей и детей, есть также место на открытой палубе, где можно в хорошую погоду посидеть, расслабиться, покушать, пообщаться. Следующий главный ресторан находится на 7-й палубе. Он в данный момент закрыт, поскольку в нем нет необходимости. У него есть отдельная кухня, отдельный галей. Но, тем не менее, с таким же меню, которое работает в других главных ресторанах на 5-м и 6-м деках. Но он очень атмосферный за счет того, что есть красивые окна с выходом на открытую палубу. Такой вид создает действительно полноту присутствия на таком огромном круизном судне. К тому же этот ресторан очень уютный, он находится как раз в главной галерее, где у нас есть интерактивный дисплей в потолке. Ресторан не очень большой, и поверьте мне, здесь, когда он работал в свое время, здесь многим очень нравилось находиться. И кроме того, почему-то нравилось работать даже нашим сотрудникам, нашим ребятам, которые просто все просились поработать здесь. Поехали дальше.
Yacht Club ресторан, конечно же, является эталонным сервисом на данном судне. Но самое главное это то, где размещен этот ресторан. Он находится прямо в передней части судна, непосредственно над мостиком, и гости имеют возможность утром наблюдать заход в порт, а вечером выход из него. Это очень необычно каждый раз, и даже я, проработав несколько лет на круизных лайнерах, каждый раз бегу как ребенок радоваться и снимать наш выход из порта или заход в порт. Это многого стоит, и не все пассажиры имеют возможность наблюдать за такими красотами, принимая пищу. По правде говоря, я планировал сделать это видео простым видеорядом каких-то местных красот, но не удержался и вставил себя также со своими комментариями. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, я был не слишком навязчив, надеюсь, что какая-то информация оказалась таки полезной. Надеюсь, вам понравилось то, как смонтированы эти видео, которые были сняты, кстати, на недорогой Samsung. Если понравился тот формат, в котором все было сделано и снято, подписывайтесь на канал. Время позднее, буду заканчивать. Мне нужно тоже отдыхать. Спасибо, что смотрели, спасибо, что не поленились досмотреть до конца. Будьте здоровы, не болейте. Пока.